западный весь мир, включая Америку, Европу. Вот эти вот магазины большие стали появляться, такие супер-гипермаркеты. Вот. И что? Какой там принцип, как они увеличили свою торговлю, как они организовали на другом принципе. Раньше его не было, а потом ввели. На принципе служения клиенту. В какое-то место стали говорить, что клиент хозяин, а вы в магазине слуга. Вот с этого момента как бы бизнес стал по-другому развиваться. Стали какие-то делать уже по-другому устроенные магазины, там, не знаю, и маркеты для удобства, и также для того, чтобы людям услужить нужно новый товар, именно для них, который сейчас нужен в потреблении, да, удобства больше и больше, вот стали служить таким образом людям. И таким образом торговля стала подниматься на другой уровень через принцип служения. Это маленький пример, потому что там не было чистого служения, потому что это в конце концов было выгодно. Служить было выгодно, да, за этим все равно была личная выгода. Потому что настоящее служение, вы не предложите человеку какую-то ерунду, модную, просто потому что она модная. Вы не предложите человеку, скажем, ну, если по высшим меркам брать, да, нечистую пищу предлагать, или не будете распространять наркотики, не будете распространять алкоголь, если вы будете думать о чистоте людей, о чистоте общества, о чистоте нации, вы не будете связаны с таким бизнесом черным каким-то, да. Естественно, вы будете служить по-другому, разумно людям. И чтобы нам вот сегодня служить так разумно, нам нужно тоже какое-то знание представить людям, да, чем мы занимаемся и почему. Почему мы распространяем вот такой товар, а такой не распространяем, чтобы люди знали в знании, да. Нам нужен экологически чистый товар, допустим, да, пища. Вот мы хотим вот это делать. Мы не хотим распространять, скажем, какие-то химические продукты или одежду, которая вызывает аллергию. Ну, то есть нужно понять, что же для людей на самом деле сейчас хорошо, чтобы послужить правильным образом. То есть в знании вот добавить вот такие вот научные какие-то исследования, какие-то научность, да, придать нашему бизнесу.